любовные отношения жены актера Марка Горонько с бизнесменом Вячеславом потерпели крах. Анна Горонок считала, что стоит выйти замуж за человека, который окружил ее лаской и заботой. Она полностью доверяла ему, но ничего не знала о его прошлом. Позже стало известно, что мужчина сидел в колонии за убийство. Ко всему прочему, Вячеслав оказался женат на 73-летней Галине, а до этого жил в браке с ее дочерью, Еленой Подгорной. В эфире программы «На самом деле» Елена заявила, что Вячеслав долгое время ее преследовал. Женщина познакомилась с ним по переписке, увидев статью в одной из мурманских газет, когда он отбывал наказание в тюрьме. Вячеслав очаровал женщину, но отношения завязались между ними лишь через несколько лет, после его освобождения. К сожалению, семейная жизнь оказалась достаточно непростой. Мужчина устраивал возлюбленной скандалы, постоянно подозревая ее в изменах. Он пытал меня, пробовал выяснить, изменял ли я ему, призналась Елена. Дочь Елены, Александра, подтвердила, что Вячеслав был настоящим тираном. К тому же, по словам девушки, он склонял ее к интимной близости. Он нападал на меня и на моего гражданского мужа с ножом. Он пытался меня изнасиловать, заявила Александра. В телефоне Вячеслава обнаружили интимные снимки Александры, дочери Елены. Опасаясь снова оказаться за решеткой, Вячеслав решил отомстить бывшей жене и ее наследнице, женившись на теще, Галине. Причем нынешняя супруга бизнесмена не верит ни единому слову своих родственниц. Все, что тут произошло, нелепо. Много неправды. Во-первых, вся ситуация с полицией исходила от моей дочери, потому что она завела себе мужчину, заявила Галина. Правда, супруги сейчас не живут вместе. Но, по словам Галины, муж помогает ей финансово. Именно поэтому она готова терпеть скандал с Анной Горонок. Отвечая на вопросы в студии, Вячеслав признался, что вступал в интимную связь с 73-летней супругой, надеясь заполучить ее квартиру. Жена звезды фильма «Все будет хорошо» изменила ему с уголовником,